Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики нашего канала. Приветствуем вас из солнечного города Мерсин. И сейчас мы находимся на строительной площадке жилого комплекса «Лавиния Премиум» от застройщика Али Улу Иншаат. Этот комплекс расположен в районе Тумюк, всего в 100 метрах от прекрасной набережной, от моря, от пляжей. И сам этот комплекс заслуживает вашего внимания. Это, друзья мои, будет жемчужина района Тумюк. Сейчас я вам все расскажу про этот комплекс, если вы еще не слышали про него. А если вы являетесь владельцем квартиры в этом комплексе, то вам тоже будет интересно, потому что вы увидите степень готовности как снаружи это, так и изнутри. Погнали! Инфраструктура комплекса «Лавиния Премиум» – это, несомненно, главное преимущество этого комплекса. Но еще одним преимуществом является его месторасположение, потому что «Лавиния Премиум» очень удобно расположен. И мы сейчас на практике это проверим. Мы с вами пешком дойдем до пляжа и измерим, засечем с вами, сколько уйдет на это времени. Затем давайте подумаем, что еще нам нужно будет в повседневной жизни, куда мы с вами куда вы будете ходить, да? Нужны будут наверняка вам банкоматы. Мы дойдем до банкоматов, засечем время. Большой супермаркет ближайший, мы также засечем время. Затем мы выйдем на остановку ближайшую, сядем на маршрутку и проедем к самому ближайшему торговому центру. Это будет, конечно, торговый центр в Эрдемли. Затем, что вам может понадобиться в обыденной жизни? Я думаю, в банк, да? Мы с вами доедем до Зираат-банка ближайшего. Есть один в Эрдемли. Доедем в это отделение, затем по дороге я вам покажу, где расположено еще одно отделение Зираат-банка, которое, возможно, вам понравится больше. Это отделение в районе Чешмели. А также я предлагаю с вами прямо вот на практике проверить, как комплекс «Лавиния Премиум» расположен по отношению к центру города. Мы сядем с вами также на маршрутку, потому что, скорее всего, когда вы переедете, не у всех у вас будут машины, и как же вы будете жить здесь и пользоваться транспортом, мы с вами прямо все это проживем. Так что предлагаю вам сегодня досмотреть это видео до конца, будет очень интересно. Поехали! «Лавиния Премиум 1» и «Лавиния Премиум 2» по сути это два отдельных комплекса с отдельной инфраструктурой. На территории комплексов будет большой бассейн с аквапарком, будет закрытый подогреваемый зимний бассейн, беседки для отдыха, зона барбекю, спортивная площадка, кинотеатр, прогулочные дорожки и, конечно же, красивый ландшафтный дизайн. Комплексы будут охраняться, здесь будут камеры видеонаблюдения 24/7. В этом комплексе есть квартиры планировки 3+1. Эти квартиры подходят для получения вида на жительство, а если вы купите две квартиры планировки 3+1, то вы можете получить гражданство. Все квартиры 3+1 имеют вот такой вот потрясающий вид на море и на соседний комплекс. Также в этом комплексе есть квартиры планировки 2+1, также есть квартиры планировки 1+1. И многие из этих квартир имеют красивый вид на море и на территорию. Так, мы зашли в А-блок. Он такую S-образную форму имеет, поэтому квартиры здесь немножечко такой неправильной формы. Они либо сужаются к основанию, либо расширяются. Мы сейчас в гостиной с кухней. Вот это спальня. Выходим на балкон, большое панорамное окно, как вы видите. И здесь все квартиры, практически они выходят на южную сторону. И у вас будет вид либо на бассейн, либо на море. Море тоже здесь видно. Большая территория, как мы видим, отсюда очень можно хорошо наблюдать. Это какая здесь большая территория, просто даже огромная, я бы сказала. Достаточно большой бассейн. В блоке А, друзья, есть квартиры торцевые 2+1. Вот как это. Они угловые, продуваемые. И есть центральные. То есть окна центральной квартиры выходят на одну сторону.
Вот мы сейчас зашли в торцевую квартиру, в угловую. Здесь, как мы видим, уже частично устанавливают мебель кухонную, на полу плитка уже положена, установлены окна. Вот так вот у нас балкон выходит в эту сторону. Здесь вот расположены спальни. Первая спальня с выходом на балкон. Здесь у нас санузел уже облицован плиткой, и потолок уже оформлен. Уже постелили ламинат, как вы видите, в спальне для взрослых. Вот мы заходим в спальню для взрослых. Здесь еще один балкон. Вот, вид будет открываться на бассейн с этой стороны. А из окна здесь классный, красивый вид на море открывается. Смотрите. В квартире 2+1 есть гардеробная комната. Вернее, такая гардеробная ниша с угловым шкафом. Санузел еще один. Просторный достаточно. Вот это вот общий санузел. Здесь у нас сообщенный балкон между гостиной и спальней. То есть мы можем выйти на балкон из гостиной и из первой спальни. А в спальне для взрослых отдельный балкон, есть вот такая вот перегородка. Здесь красивый вид на территорию будет. Уже, кстати, привезли деревья. Скоро будут озеленять территорию, облагораживать ее, уберут весь мусор, проложат дорожки прогулочные такие. Здесь вот прихожая. Вот здесь вот у нас прихожая. И сейчас посмотрим планировку центральной квартиры 2+1, в которой окна выходят на одну сторону. В нашем случае они выходят на западную сторону. Здесь очень просторная зона гостиной и кухни. Большие панорамные окна вносят много света, как мы видим. Большая крупногабаритная плитка, она идет по площади всей квартиры, кроме спален. То есть гостиная, кухня, прихожая, все у нас на полу везде плитка. Здесь вот частично уже мебель установили. Очень светлая квартира. Давайте посмотрим спальня первая. Вот так она расположена. Имеет выход на балкон также. И спальня для взрослых расположена здесь. По коридору нужно будет вот так вот пройти. Пройти первую спальню, санузел. И вот вторая спальня для взрослых. Достаточно просторная, большая комната. Отдельный санузел. Уже частично готов. Здесь вот расположена ниша для гардеробной комнаты. И небольшой балкончик технический, на котором расположены выводы для кондиционеров. И здесь также видно море. Единственное, что здесь нет вот зоны прихожей получается. Но всегда спасают в этом случае декоративные такие планки, рейки, которые можно вот здесь вот так вот поставить. И визуально огородить зону прихожей. Вот мы сейчас, друзья, находимся во втором этапе. И вот здесь вот будет расположен крытый зимний бассейн в Лавине Премиум 2. Сейчас мы поднялись на 8-й этаж в Лавине Премиум 2. Посмотрите, какой здесь замечательный вид открывается на море. Вот, это мы на 8-м этаже. Выше еще лучше будет вид. Вот здесь видно также территорию. Достаточно светлые квартиры. На самом деле, мне даже, если честно, планировка больше нравится, чем в А-блоке здесь, потому что она более правильная. Вот, но это каждому, конечно, у каждого свой вкус. Вот, достаточно тоже здесь большая территория. И вся инфраструктура, которая будет в Лавине Премиум 1, вот там, она будет и здесь.
Вот. Самое главное преимущество, я считаю, здесь, это вот этот вид. Здесь просторные квартиры. Вот квартира планировки 1+1 стандартная, с балконом. Все окна выходят на одну сторону света, в данном случае на южную. И сам блок такой имеет форму открытой книги, скажем так. И вот часть квартир смотрит на южную сторону, с этой стороны. И часть вот с той стороны, она смотрит, вот эти квартиры смотрят на западную сторону. Еще что хочется отметить в этом корпусе, да, в этом блоке, то, что здесь уже установили лифты, уже застеклили даже в коридоре все, вот в подъезде. И мы сейчас будем смотреть 2+1. Здесь такая стандартная планировка, скажем так, 2+1 расположены с торца здания. Вот, заходим, здесь у нас прихожая. Вот такая вот колонна, скажем, разделяет гостиную и спальню. Вот так вот расположена спальня для взрослых. Сейчас мы зайдем с вами, посмотрим. Здесь. Так, и заходим в гостиную. Вот мы зашли с вами в гостиную из прихожей, причем, заметьте, да, здесь у нас расположена будет кухня. Поворачиваем взор. Посмотрите, какая просторная, светлая комната. Два больших окна. Вот это вот, можно сказать, панорамное окно с видом на море, с видом на пальмы. Просторный балкон. И вся площадь помещения выложена на полу плиткой. Это тоже, я считаю, плюс, потому что на самом деле, когда вы живете у моря, это очень функционально. Вот. А из этого окна открывается красивый вид на Таросские горы. Вернулись в прихожую из гостиной. Поворачиваем налево, и там расположена первая спальня. Здесь вот у нас общий санузел расположен. В квартире 2+1. Лавиния премиум 2. Мы находимся, напомню вам. Вот. Здесь вот такая вот спальня, она сейчас заставлена. Здесь красивый вид из окна открывается на горы. А также есть отдельный балкон. И из этого балкона видно море. Теперь мы посмотрим с вами мастер-рум, либо, как ее называют в Турции, спальня для взрослых, Эвибейн Одасе. Вот здесь будет расположена кровать, окна здесь расположены с боковых частей, да, с торцевых. Здесь видно сад, здесь видно соседний комплекс, вот, и горы. В спальне для взрослых также есть гардеробная комната. Вот она здесь расположена. И здесь расположен санузел. Уже частично готов. Ну и давайте более подробно посмотрим планировку квартиры 1+1 в этом блоке в комплексе Лавиния премиум 2. Вот мы заходим, здесь будет встроенный шкаф, вот такая ниша здесь есть для шкафа в прихожей. Вот здесь у нас расположена гостиная с кухней и спальня. Окна всех комнат выходят на одну сторону, в данном случае на южную. И есть также квартира с видом на западную сторону. Здесь вот санузел. Также не маленький для квартиры 1+1. Уже можно понимать, какая будет душевая кабина, какого размера, какой площади. Вот. И что еще мне здесь нравится, это большие такие балконы, полукруглые. Достаточно большой это балкон для 1+1. Конечно, потрясающий вид.
Вот, и здесь у нас выход на балкон из спальни. И вот сама спальня. Также будет вид на территорию. Здесь, конечно, есть место, вот здесь могут что-то построить, и здесь могут построить, но все равно вид на море частично останется. А также у вас будет вид на красивую территорию. Ну а если вам сложно представить, как будет выглядеть квартира, уже обставленная с мебелью и с техникой, в помощь нам шоурум. Давайте прогуляемся по квартире 3+1, где застройщик сделал очень красивый дизайн, а также посмотрим с вами 2+1 и 1+1 с дизайнерской мебелью и техникой, и, возможно, для вас это будет идея, как обставить свою квартиру. На самом деле, кто давно смотрит наш канал, вы, наверное, уже много раз видели шоурум в 3+1, но для меня это наслаждение каждый раз заходить в эту квартиру, наслаждаться таким красивым дизайном. Вот здесь вот расположена первая спальня. Главное достояние этой квартиры, я бы сказала так, это, конечно, гостиная. Посмотрите, какая она светлая, просторная, какая красивая мраморная столешница. Здесь вот балкон, красивый вид. Не знаю, как передает камера. Сегодня море, в принципе, хорошо видно. Вот такой вот красивый вид на море. Это квартира 3+1 в блоке Б. Еще с этой стороны немножечко видно море. И из окна кухни тоже видно море. Вот так вот расположены спальни. Так как у нас уже есть подробный обзор, я не буду сильно подробно прям вам здесь все показывать. Вот так вот быстренько мы с вами пробежимся. Вот здесь гостевой санузел. Очень просторная душевая кабина, заметьте. Ну и еще, пока мы с вами тут гуляем, хочу вам сказать о том, что квартиры 3+1 подходят для того, чтобы получить вид на жительство. Здесь кадастровая стоимость подходит. Вот. А если купить 2 квартиры 3+1, то вы можете получить гражданство. Вот так вот выглядит санузел. Гардеробная комната будет выглядеть вот так же, как на видео, но не будет только вот этих вот светильников. Посмотрите, какой большой шкаф здесь у нас поместился. Еще что мне нравится в квартирах 3+1 Лавиния премиум, это, конечно, большая прихожая. Прям вот такая вот красивая, с крупной плиткой. И мы сейчас зайдем с вами в квартиру 2+1. На самом деле планировки 2+1 здесь разные, есть несколько планировок. Вот одна из них это центральная планировка, то есть когда все окна выходят на одну сторону. В данном случае они выходят на западную сторону. Вот мы с вами заходим и вот таким вот образом попадаем в гостиную с кухней. Вот. Я думаю, что здесь можно поставить еще дополнительно какие-то реечки, чтобы зонировать прихожую с кухней. Вот именно в этом месте. Ну, это так вот просто моя идея. Вот. Здесь достаточно просторная гостиная с кухней, большой балкон. Тоже очень мне нравится сами вот это остекление балконов. Сами вот эти вот окна очень качественные. И здесь тоже красивый вид открывается из блока Б, из квартир 2+1. Вот так вот видно море. А там вот кусочек из сериала «Санта-Барбара». Теперь давайте посмотрим спальню. Мы с вами сейчас убиваем сразу 2 зайцев, смотрим и планировку центральной квартиры 2+1, а также визуализируем, как будет выглядеть квартира с мебелью и с техникой. А вот так вот красиво дизайнер
сделал такой вот ремонт в квартире 2+1. Красиво все это воплотил. Ставил мебелью, техникой, аксессуарами. Вот. И спальня для взрослых. Но прежде вот давайте заглянем в санузел. Вот так вот выглядит санузел в квартире 2+1. Большие такие просторные душевые кабины, хорошая сантехника, качественная вся инсталляция, качественная мебель. Очень стильно, все красиво смотрится. Стильные серые двери. Здесь вот в квартире 2+1 вот такая вот спальня. Отдельный просторный балкон. Мы сейчас заглянем. Отдельный санузел. Давайте его тоже сразу посмотрим. Сравним с основным. Я бы сказала, что они вообще не отличаются. И тот, и этот санузлы просторные. Здесь вот такой вот шкаф от застройщика. Встроенный будет. Вот, ну здесь в данном случае у нас вилла, а квартиры, которые расположены выше, там будет красивый вид открываться на территорию. Вот, ну и море здесь тоже видно. Ну и сейчас мы посмотрим с вами планировку квартиры 1+1 в комплексе Лавиния Премиум 1. Вот такая вот планировка. Окна выходят в данном случае на западную сторону и из гостиной, и из спальни. Итак, первая локация – это пляж, это набережная, море. Так что давайте прямо засечем. Выходим прямо от ворот Лавиния Премиум. Поехали! По дороге будете проходить магазин «Шок», но он работает только летом. Так, вот мы практически подошли к набережной. Заняло все это дело меньше 5 минут. Ну, давайте прям выйдем, прям ступнем на набережную и посмотрим, сколько минут у нас прошло. Сейчас 3:55, 3 минуты 55 секунд. Причем идти по приятной такой дороге. Любуемся территориями соседних комплексов. Все, мы на набережной. И у нас 4 минуты заняло, 4 минуты 10 секунд. И мы вышли с вами на набережную, где вы можете купить овощи, фрукты, апельсины и так далее. Прямо здесь начинается небольшой рынок. Давайте посмотрим, что у нас здесь можно приобрести. Вот, пожалуйста, апельсины. Вот этот вот, кстати, вот этот вот человек, он, можно сказать, символ района Тумюк. Он здесь, вот сколько я сюда приезжала, раньше, когда мы еще даже здесь не жили, всегда был вот этот вот дяденька на своей старенькой машине, у него всегда какие-то свои с огорода там, с их всего дерева, апельсины, всякие штучки, оливки. Вот. И он, кстати, не стареет вообще в Тумюке, потому что живет в районе Тумюк. Здесь всякие булочки можно купить, семитики, смотрите. Ага, сейчас купим. Помидоры местные, очень вкусные. Вот они такие полузеленые, недозревшие, они дозревают несколько дней, очень вкусные помидоры. Вот, апельсины, лимоны, зелень. Если вы пройдете еще дальше, там еще будут наверняка такие вот лавочки. Там есть место, где продают сухофрукты. Мужчина, мы всегда у него покупаем очень вкусные пастила, сухофрукты, орешки. Итак, мы идем с вами на остановку. Вот отошли от второго Лавиния 2. Они находятся прям рядышком друг с другом. Это второй этап.
Вот, у нас сегодня пасмурная погода, 15 градусов тепла, на самом деле не холодно, но мы уже немножечко оттурчанились, и для нас это уже холодно, и мы оделись в такие пуховики на всякий случай, чтобы не замерзнуть. Пойдем. Вот Маша сейчас достает секундомер, и мы сейчас будем засекать время от вот Лавинии, вот Маша достала, пошли, от Лавинии до остановки. На самом деле маршрутки здесь ходят каждые 2-3 минуты. Я, например, вообще нетерпеливый человек. Вот Маша терпеливая. У нее есть специальное приложение. Как называется, Маша? А? Мувит приложение. Мы про него уже говорили. Я вам добавлю название в описании. Вот вы можете скачать. Вот, и там прям вот расписание автобусов, и вы можете по расписанию рассчитать, выйти и сесть на автобус. Ни разу так не делала, честное слово. Вот, я садилась, вот когда у меня не было машины, я садилась всегда на маршрутку. Вот, потому что маршрутки ходят часто, автобус приходилось ждать. Вот. Но автобусы, они более комфортабельные. Они летом с кондиционером, там больше места. Вот. А маршрутки бывают разные. Так, вот проходим. Мы, кстати, сейчас проходим проект застройщик, это уже Алиулу Иншаат. Вот с этой стороны Лавиния 2, вот с этой стороны Лавиния 1. Вот. И почти уже пришли. Рядом у нас есть магазин А101. Вот, прям рядышком А101. Вот вторая Лавиния. Вот первая Лавиния. Вот Лавиния премиум. В общем, мы дошли до заправки. Здесь и остановка, здесь и банкоматы. И сколько у нас времени ушло? Так, минутку покажу. 3 минуты 16 секунд. Вот. Да, это с остановками, то, что я шла вам рассказывала. Вот там у нас находится. Здесь, кстати, можно поесть тантуни на заправке. Брюксель тантуни. Это сетевая такая сеть закусочных. И прямо напротив, друзья, прямо напротив Мигрос. Большой Мигрос. Там есть все. И мясо, и продукты разные, и вещи, и тапочки, и купальники. В общем, все. Вот в этом Мигросе. 2М Мигрос, это достаточно большой Мигрос. Вот они, банкоматы. Нам нужен Зираат. Сейчас мы снимем наличку и пойдем на остановку. Вот. Будьте очень внимательны на дороге, потому что здесь, к сожалению, не всегда соблюдают правила дорожного движения. Люди все идут на любой свет, красный, зеленый. Также и машины могут проскакивать на красный свет. Поэтому будьте очень внимательны, не доверяйте только светофору, а также смотрите вокруг. Мы вот как приличные ждем, пока загорится зеленый цвет. Хотя на самом деле возможность пройти есть. Так, мы идем на остановку, перешли дорогу. Ну, конечно, с остановками мы заходили в банкомат. На самом деле здесь 5 минут пешком. Вот мы засекали. Вот, маршрутку можно остановить в любом месте. Не обязательно на остановке. Вот едет первая маршрутка, остановим ее. Останавливаем маршрутку и садимся. В общем, едем мы в маршрутке. Заплатили 60 лир за двоих до Эрдемли, до центра Эрдемли. На автобусе Маша говорит 21,5 лиры. В общем, дорога у нас заняла около 8 минут. 8 минут. И сейчас мы приехали. Обязательно запомните, где вам выходить. Называется остановка Üst-Keçit. В общем, Üst-Keçit это ориентир. Вот все, что вам нужно, здесь есть. Вот там Ziraat Bank. Здесь вот сюда вглубь, вот сюда, дойдете там до мечети. Там рядом очень много золотых магазинов, там вы поменяете валюту любую. Ну, любую, в смысле, доллары, евро можно там поменять. Вот, аптека здесь есть, опять же, Turkcell. Конечно, думаю, что вам нужен будет телефон, нужен будет турецкий номер.
Тем более, если вы будете счет в турецком банке открывать, то номер телефона вам понадобится. Вот, пожалуйста, здесь Turkcell. Там дальше есть еще одно отделение Turkcell, Vodafone и так далее. Вот, мы идем. Да, мы идем в банк. Кстати, про банк тоже вам сейчас расскажу кое-что. Есть кое-какие обновления в банке. Вот, например, в этом отделении Зираат-банка, где мы обычно с клиентами открываем им счета, сейчас там с Нового года нововведение. Теперь депозит должен быть не 3000 в валюте, как раньше, там в евро или в долларах, а теперь они требуют 5000. Вот. В отделении Чешмели, которое мы сегодня тоже будем проезжать, я вам покажу, оно тоже рядом находится, недалеко от Лавиния Премиум, ну, от всех комплексов. Вот. Там берут также 3000, но блокируют эти деньги на 3 месяца. Так что вот такая вот информация. Друзья мои, будьте готовы, если вам нужно будет открывать счет. Ну вот, как я и говорила, еще одно отделение Turkcell, Vodafone. Тоже можно открыть, купить себе карту гостевую. Вы, как иностранец, можете купить себе гостевую карту. То есть, если у вас нет вида на жительство, вам не продадут постоянную карту. Через 3 месяца гостевая карта блокируется, и нужно будет покупать новый номер. Стоит сейчас гостевая карта что-то порядка 2000 лир, да? 1300. Это где? В Turkcell. 1300 лир. А вот, кстати, да, Маша показывает, вот обменник есть. Вот видите, вывеска. Да. Можно прямо в обменнике. Но обычно говорят, что в золотых магазинах курс лучше. Вот все мои клиенты об этом говорят. Но вот сейчас Маша меня поправила, она больше все-таки с клиентами работает. И она говорит, что вот в этом обменнике иногда курс бывает лучше. Нужно проверять. А золотые магазины здесь рядышком. Поэтому можно пешком дойти, проверить, где лучший курс и выбрать. Вот этот магазин gratis, всем советую. Здесь все можно купить, и шампуни, и косметику. Все для ухода за собой. Так, мы дошли до пешеходного перехода. Вот. Там вот в той стороне, если вы пройдете, вот где маршрутка стоит белая, вот там. Там есть будка от муниципалитета. Там вы можете купить автобусную карту. Давайте дойдем до этой будки, потому что я думаю, она вам пригодится. Вот Мерсин-Тексин – это приложение, которое вы можете скачать и отслеживать расписание автобусов. Вот, да. Мерсин-Тексин. Это все от муниципалитета. И здесь вы покупаете автобусную карту и прекрасно себе можете пополнить и ездить на автобусе. Более комфортно, чем на маршрутке. Вот. Ну а мы идем в банк, Зираат-банк. Все, дождались зеленый свет. Напомню, мы на остановке Усть-Кичит. Вот там он, этот переход. Усть-Кичит – это верхний переход. Усть – это верх, Кичит – это переход. Верхний переход. Вот, переходим дорогу и натыкаемся прямо на нотариуса. Я думаю, что он вам тоже будет нужен время от времени. Вот, можно сфотографироваться на ТАПУ сразу же здесь рядышком. Можно оформить доверенность, да? Вот, тоже очень удобно, потому что фотография рядом с нотариусом. Потому что на доверенность всегда нужен нотариус. В общем, мы с вами доехали до Усть-Кичит за 12 минут. За 8 минут, за 8 мы доехали. По карте показывает 12, но фактически мы заехали на 8. Вот отделение Зираат-банка, где мы в основном все свои операции банковские делаем с нашими покупателями, открываем им счета обычно вот в этом отделении. Сейчас мы с вами пешком дойдем до больницы, которая называется Енишехир Хастани. Там есть русскоязычный переводчик. Я всем своим клиентам советую эту клинику. Мы уже ее показывали в нашем обзоре про Эрдемли, но еще раз напомню. Также здесь есть государственная клиника. Если у вас что-то срочное, например, у ребенка температура поднялась, вы можете абсолютно бесплатно обратиться за первой помощью в государственную больницу. Локацию я вам скину.
доходите до Экзаня, до аптеки Сабах, вот, проходите вот этот вот небольшой мини-торговый центр, вот со всеми там аутлет, Индирим аутлет, марка называется. И если вы пойдете в эту сторону, вот, и мы с вами вот прошли оттуда, по этой улице, от Ускичита дошли до угла, да? Вот оттуда. Я вам локацию, конечно, обязательно скину. Прошли вот эту парикмахерскую Кинан Туджар и вышли на налоговую. Вот она, налоговая. Этот департамент вам тоже, скорее всего, понадобится. Бывает такое, что в системе как-то не отобразился налоговый номер. Или вы просто элементарно, не знаю почему, потеряли и систему вытащить не можете. Или просто хотите какую-то информацию узнать по налогам. Есть ли у вас задолженности, нет задолженности и так далее. Это вот сюда. Ирдемли, Верди, Дарисы. Вот. И тут же на этой же улице поворачиваем взгляд и видим Енишехир Хастане. Видите, написано Agile сервис. Это вот как раз-таки та клиника, про которую я вам рассказывала. Енишехир Хастане. У них есть отделение в Енишехире и есть в Эрдемлях. Мне очень нравится. Здесь адекватные цены. Здесь хорошие врачи. Я сама лично здесь обследуюсь. Еще чем здесь удобно, то, что здесь есть перевод. Итак, друзья, мы с вами посетили основные нужные места. Это банк, это налоговая. Мы делали подробный обзор района Ирдемли. Пожалуйста, перейдите по ссылке и посмотрите. Там есть и муниципалитет, где вы можете также оплатить налоги, задекларировать свою недвижимость и так далее. Там есть рыбный базар и еще те локации, которые мы сегодня вам не показали в районе Ирдемли. А сейчас я предлагаю с вами сесть на муниципальный автобус. На маршрутке мы с вами уже прокатились. Теперь мы посмотрим, как выглядит муниципальный автобус. Мы сядем здесь, в районе Ирдемли, не будем возвращаться в Лавиния Премиум. Мы сядем в районе Ирдемли, и когда мы будем проезжать Лавиния Премиум, именно от этого места мы засечем. Потому что уже мы поняли, от Лавиния Премиум до остановки пешком мы шли там 3,5 минуты примерно, 4 минуты, да? И вот от этой точки, от Лавиния Премиум, мы с вами из автобуса засечем время и поймем, за сколько мы сможем доехать до торгового центра Форум. Погнали! Вот, друзья, вы можете скачать приложение Movit или Мерсин-Тексин. Маша, например, пользуется приложением Movit. И здесь вы можете посмотреть расписание автобусов. Какой нам нужен автобус? Вот Маша пишет Форум. Форум Мерсин. В общем, напротив Халкбанка находится Кюпрю Дуралы, которая нам и нужна. По приложению нас вот направили туда. 156-й автобус сейчас туда подойдет. Ура, приехал наш автобус, друзья мои. И мы сейчас садимся в него. В Лавиния Премиум мы уже едем 52 минуты. И вот сейчас приезжаем в Сая Парк. Скоро уже будем в форме. Так что запасайтесь литературой, подкастами, берите наушники и образовывайтесь. Читайте, пока едете до форума. Все, мы приехали, выходим из автобуса. Так, сколько минут мы ехали? Час? Ровно час. Все, мы доехали практически до форума. Остановка так и называется Форум. Сейчас мы перейдем дорогу. Ну что, друзья, мы сегодня с вами прогулялись, доехали аж до форума, погуляли в Ирдемли. И вы увидели наглядно, как удобно расположен комплекс Лавиния Премиум. На самом деле, многие наши комплексы расположены примерно в этой локации. Вы будете понимать,
посмотрев это видео, как скоро вы доедете до центра города или до ближайшего банка или больницы. Я думаю, вы заметили, что мы стали разбавлять видео про недвижимость, про какой-то проект, видео просто про город, про жизнь. Расскажите, как вам заходит такой формат. Если вам понравилось, мы будем продолжать. Или же, может быть, вам нравится все-таки более информативные по проекту видео касательно какого-то одного проекта и вас отвлекает подобный контент. Пишите, очень интересно узнать ваше мнение. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, потому что вас ждут еще много интересных видео. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, а я прощаюсь с вами. Пока-пока!